Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Буквально на днях случилось кое-что очень интересное в нашей любимой игре Elite Dangerous, и выглядело это очень странно и пугающе. Разработчики заанонсили внеочередной патч, без объяснения чего-либо, просто написали «ждите утром патч», и после чего появилось поистине сумасшедшее сообщение в дискорд-канале Антиксена. Если вы не знали, кто это такие, то Антиксена Инициатив — это одно из самых больших объединений игроков в Elite Dangerous. Даже разработчики вели с ними совместный стрим у себя на YouTube-канале и делали рекламу их дискорда, для того, чтобы во время начала войны с торгоидами люди могли скооперироваться и дать отпор торгоидским титанам. В их дискорде, на секундочку, 26 тысяч человек, куча новостей по поводу игры и прочего. Даже есть свой отдельный сайт. В общем, очень серьезный костяк комьюнити игры. И вот что они выложили у себя. Привет всем! Хочу немного рассказать о новом перехватчике Kraken, который уже доступен на ПТС. Несмотря на то, что фронтиры рекламируют его как непригодный для одиночной игры, некоторые из наших элитных командиров сумели победить его, описав процесс как изнурительный, захватывающий и с неожиданной сменой темпа. Мы не можем поделиться реальными кадрами боя до его официального релиза, чтобы не раскрывать механику предстоящего сражения. Возбудилось, ребят, все комьюнити игры. Прям очень и очень сильно. Так как было отрыто с Reddit еще вот это. Плюс на сайте Антиксена также была добавлена информация по поводу рангов за уничтожение Кракена. Да, нового торгоида так как раз таки и зовут. И держим в голове, что в это же время мы ждали обнову от фронтиров после их обращения. Приветствую, командиры! Сервера Elite Dangerous будут отключены с 7 утра для установки обновления. Ожидается, что простой продлится 3 часа, и в это время будут опубликованы описания обновления. Следите за новостями здесь или в наших социальных сетях. Все рукоплескали в ожидании нового контента с продолжением торгоидской войны. Стали придумывать теорию о том, как пойдет сюжет, в котором снова начнется торгоидская война. Особо одаренные, как я, пошли готовить антиксенофлот кораблей под это дело заранее, и комьюнити было в большей степени счастливо, так как застой с сюжетом и элитной опасностью в игре наконец-то двинулся с мертвой точки после торгоидской войны и торгоидских титанов. Кое-кто даже проводил параллели с сюжетом Salvation и проектом Seraph. Правда, не все были рады, потому что некоторые люди заподозрили неладное. Многие заранее пошли проверять, смотреть и искать этих торгоидов, кракенов, но никто ничего не нашел. А искали во многих местах. Туманность и угольный мешок, туманность Плеяды, туманность Калифорнии и прочие места, где мы видели торгоидов до того, как прилетели торгоидские титаны. Но никого не было новых. Это объяснили тем, что обнова еще не вышла, и все эти скрины были с тестового сервера и прочее. Все были в предвкушении грядущего, но нашлись люди, которые подставили все это под сомнение. Но их не слушали, так как информация появилась у очень авторитетных людей, Антиксена Инициатив, которые на короткой ноге с разработчиками как-никак. Они же были у них на стримах и учили того самого Артура, как летать на Чифтейне против таргов. Но зная игроков Elite Dangerous, которые все ищут Ракслу, было вопросом времени, когда люди докопаются до правды. И внезапно на дискорд-сервере другого комьюнити Canon Research, которые обожают загадки, началось обсуждение всего этого дела. Люди начали всматриваться в эти скрины, и всех напрягло отсутствие видеофрагментов. В итоге начались разговоры, что это фейк, но никто не хотел в это верить, и начались разбирательства и горячее обсуждение этого вопроса. Присмотревшись к новому торгоиду, появилось такое впечатление, что это просто перекрашенная гидра. Если опустить все подробности, то это оказалось скамом, и рядовой пользователь, имея небольшие навыки пользования фотошопа, смог повторить это дело. Но люди на сервере Антиксена продолжали верить в то, что вот еще чуть-чуть, и это все будет в игре. В итоге обновление вышло, и ничего не появилось нового в игре, а пост все оставался, как и описание на сайте, с чего горело у всех. В итоге через пару дней пост был удален, но интернет помнит все. Никакого опровержения от Антиксена не последовало. И вы об этом все бы знали в момент происходящего, так как вся эта информация выходила на моем телеграм-канале. Ссылочка в описании в закрепленном комментарии. Подписывайтесь и будьте в курсе всего гораздо раньше, чем выходит видео на YouTube. Люди даже хотели тех людей, которые влили эту дезинфу, найти и покарать в игре. Так что, мои дорогие, не верьте всему, что видите и слышите от Антиксена Инициатив.
в частности, судя по всему, так как они подбили себе репутацию очень и очень сильно. И это видео сделано в большей степени для того, чтобы вы знали, что происходит в рядах комьюнити Elite Dangerous, как игроки выдумывают себе контент от бессилия повлиять на разработчиков, чтобы они наконец-то продолжили сюжетные линии своей игры, которые они забросили. А разрабам пофиг. Как торговецкая война закончилась, то история мира, считай, встала, и сейчас идет по сюжету грызня между галактическими державами, что не передает атмосферу и название игры «Элитная опасность», так как этой элитной опасности сейчас у нас нету. Пишите, что думаете по поводу всего этого каламбура в комментарии, будет очень интересно почитать. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.